После фальсификации выборов и организации бунта под ложным флагом 6 января в здании Капитолия в округе Колумбия, демократы вынашивают несколько ужасающих планов в своем стремлении достичь полномасштабного оруэлловского кошмарного будущего для Америки. Большие СМИ, большие технологии и большое правительство теперь слились в одно гигантское чудовище, которое не допускает инакомыслия и не допускает вызова его власти. Подчиняйтесь или будьте раздавлены. Но это только начало. Вот список из 27 вещей, которые демократы, вероятно, попытаются притворить в действительность в Америке. Часть из них уже реализована первыми указами нового управляющего Белым домом. Ведутся в действие общенациональные обязательные маски, обязательные вакцины, все под страхом ареста. Принудительные ковидные блокировки будут использованы, чтобы еще больше сокрушить экономику США и вынудить население перейти на государственные субсидии и продовольственные талоны, поставив большинство американцев под контроль режима. Стену на границе с Мексикой снесут, чем побудят миллионы нелегалов ворваться в Америку, где они получат карточки для голосования и инструкции голосовать за демократов. Америка снова присоединится к Парижскому климатическому соглашению и другим антиамериканским торговым соглашениям, которые отверг Трамп, снова поставив Америку в невыгодное положение в торговых действиях с другими странами, ускоряя глобальное разграбление Америки. Восстановится членство США во Всемирной организации здравоохранения и других международных учреждениях, служащих прежде всего для вывода денег американцев за рубеж. Поднимется минимальная заработная плата до $23 в час по всей стране, что приведет к полному краху сектора малого бизнеса и десятки миллионов людей к безработице и бездомности. Включатся печатные машины для создания триллионов новых долгов, чтобы спасти города и штаты, управляемые демократами. Это еще больше разрушит доллар и приведет к финансовому коллапсу, во время которого люди, которые все еще держат доллары в качестве валюты, потеряют все. Студенческий долг на $1 триллион будет якобы погашен, вынудив налогоплательщиков выплачивать суды на обучение в демократических университетах, чтобы подвергнуть молодежь идеологической обработке. Усилится защита больших технологий и их режима цензуры, чтобы добиться полного информационного господства над Америкой, подавляя все независимые или несогласные голоса любыми необходимыми средствами, включая деплатформенность, информационное блокирование, экономическую войну или угрозы ареста. Ведутся новые налоги на выбросы углерода, чтобы грабить людей за вождение автомобилей, покупку еды или использование электроэнергии. Специальные органы начнут контролировать человеческое поведение с помощью новой зеленой тирании, наказывая за выделение углерода, замусоривание, якобы вредное производство и так далее. И наказывать тех, кто выступает против. Пройдет новая серия операций под ложным флагом, чтобы еще больше изобразить сторонников Трампа жестокими повстанцами. Те же самые актеры, которые отработали в беспорядках 6 января, доступны для других выступлений, и они уже владеют всеми декорациями, которые можно использовать для камер CNN. Объявится акт о восстании при Байдене, и армия США вооружится против патриотов и сторонников Трампа, которые будут названы террористами. Вне закона будут объявлены все автоматические и полуавтоматические винтовки, вторая поправка будет уничтожена, а все оружие, принадлежащее частным лицам, конфисковано. Это, кстати, около 500 миллионов единиц оружия. В отношении Китая будут сняты все ограничения, и Китай продолжит влиять на американские СМИ, технологические гиганты, фондовый рынок и выборы, где у них уже есть прочная точка опоры. Теория РАС будет распространена во всех государственных школах как часть массовой идеологической обработки молодежи официальной ненавистью к белым, христианам и консерваторам. Ведутся государственные репарации, чтобы заставить белых налогоплательщиков финансировать новые подачки цветным людям под ложным оправданием, что те являются жертвами, а белые – угнетателями. Всякое частное медицинское страхование будет объявлено вне закона и будет введено нормирование здравоохранения, включая комиссии по смерти, чтобы решить, кто выживет, а кто умрет. Начнутся общенациональные аресты консерваторов, поддерживающих Трампа, которые будут помещены в лагеря или казнены как предатели после того, как их заклеймят повстанцами. Скомпрометированные машины для голосования распространятся по всей Америке, чтобы демократы никогда больше не проиграли выборы. Идеальный сценарий для демократов – это достижение состояния, в котором голоса реальных избирателей больше не имеют значения. Это было достигнуто уже 3 ноября 2020 года. Разрушающая политика нового зеленого курса сокрушит экономику Америки и приведет к массовому голоду из-за краха сельского хозяйства. Голод – желанная политика демократов, потому что они хотят, чтобы массы полностью зависели от правительственных подачек на еду, жилье и медицинское обслуживание.
Будут созданы и широко поддержаны новые законы, чтобы захватить сельские земли и загнать людей в города, где их легче контролировать. Кстати, Билл Гейтс является на сегодняшний день крупнейшим владельцем сельскохозяйственных угодий в США. Развернется глобальное наблюдение для отслеживания передвижений и создания речевых архивов всех людей. Это необходимо для построения технофашистского полицейского государства с полной информационной осведомленностью под лозунгом безопасности. Вся история работы Трампа из интернета и архивов Белого дома будет удалена в стремлении переписать историю в классической оруэлловской манере. Удалены будут все доказательства преступлений демократов по фальсификации выборов и все доказательства вреда вакцины или лабораторного происхождения коронавируса. Законы о борьбе с терроризмом будут применяться для прекращения банковских и всех финансовых услуг тем, кто выражает несогласие с авторитарным режимом Байдена. Любому человеку, отмеченному новой системой оценки, будет отказано в доступе к авиаперелетам, продуктовым магазинам или местам голосования, как это сейчас делается в Китае. Десятки миллиардов долларов будут брошены на создание большого количества биологического оружия, такого как COVID-21, COVID-22, COVID-23, которые будут выпущены для угнетения людей посредством той же серии мошеннических обманов, через которые мы все прошли в 2020 году. Первая поправка будет аннулирована новыми законами о разжигании ненависти, которые будут поддержаны предательским Верховным судом США как оправданные из-за насилия со стороны правых. С Байденом и Харрис Соединенные Штаты Америки станут неузнаваемы уже к 2023 году. Это будет несостоятельное государство, и бумажный доллар рухнет, что приведет к повсеместной бедности и социальному хаосу. Это именно то, чего хочет глобальный капитал. И Джо Байден – их человек, который сделает это. В США будет руководитель, основная миссия которого – полное уничтожение нации, которую он, по его словам, возглавляет. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если хотите. Спонсируйте. Ставьте лайки. Или дизлайки. И обязательно комментируйте. С вами были роботы Яндекса. Ермин. Алена Филипп. и Оксана. А также вся команда делового мира.